Здравствуйте. Здесь Игорь и мой модуляр, на котором я сделаю несколько FM-патчей. Для FM или частотной модуляции обычно используются простые волны, например, синус. У меня его нет, но зато есть треугольная волна. Она похожа на синус и скучна чуть более чем полностью. Но все меняется, когда один осциллятор с треугольной волной модулирует другой осциллятор на звуковой частоте. Собственно, это и есть простейшая частотная модуляция. Но никто не запрещает экспериментировать и с другими формами. Я добавил два новых модуля. Усилитель, который будет управлять глубиной модуляции, и фильтр помягче, не такой рычащий, как фильтр поливокса. Питч и гейт уже на месте. Для начала простейший бас на одном осцилляторе. Меня просили подписывать патчи. Огибающие амплитуды. Огибающие фильтра. Заманчиво. Треугольную волну второго осциллятора через усилитель на FM вход первого. Открываю усилитель. Частоту модуляции на октаву выше. Что получится, зависит от соотношения частот осцилляторов и глубины модуляции. Чем больше расстройка, тем грязнее, но можно попасть и в квинту, например. И немного объема. Я нарисовал для вас схему. А это Ableton с барабанами. Лид будет немного сложнее, но вначале все тот же базовый патч. Второй осциллятор на октаву выше и громче.
Нужна октава. Ну, почти. Настраиваю фильтр. Сигнал второго осциллятора нужно подать и на микшер, и на усилитель. У меня есть сплиттер. Еще один генератор огибающий. Уровень CV на усилителе на 12 часов. Теперь уменьшаю дикей до характерного щелчка в тембре. Как же без эффектов? А теперь все вместе. Я добавил нехитрый пэд, но про пэды в другой раз. Злоупотребление частотной модуляцией может вызвать зависимость или, как минимум, испортить ваш вкус. Берегите себя.